Приветствую вас, друзья, на моем канале. Я юрист Валерий Табаков. И сегодня я решил выступить в необычном формате. Напомню, что я не получаю ни копейки ни от Вячеслава Зинченко, ни от его родителей, ни от кого-либо, связанного с этим делом. Моя позиция как юриста – это исключительно анализ материалов дела, который я провожу как независимый юрист. Это не значит, что я не призываю вас донатить по возможности на развитие моего канала. И сообщу, что в этом видео я буду играть роль адвоката Зинченко. Ну, не того адвоката, который сидит в зале суда и куняет там Сулима или там Вороняк, а настоящего адвоката. И ниже, то есть далее вот я вам произнесу текст моей речи, которую я мог бы как адвокат произнести в зале суда во время судебных дебатов. Еще раз скажу, если бы я выступал защитником или адвокатом Зинченко. И прошу вас, дорогие зрители, на время просмотра стать объективными присяжными заседателями. Именно такими, какими должны быть настоящие присяжные в этом процессе, если бы не военное положение. Отбросьте эмоции, симпатии, антипатии к потерпевшей или к подсудимому. Слушайте только факты и доказательства. Ваша задача решить, есть ли в деле разумное сомнение в виновности Зинченко или нет. Итак, фрагмент моей речи в судебных дебатах. Уважаемый суд, в рамках защиты интересов подсудимого Вячеслава Зинченко я вынужден констатировать наличие существенного разумного сомнения в версии стороны обвинения, согласно которой именно Ряженый, идентифицируемый обвинением как Зинченко, произвел выстрел в Ирину Фарион. Прежде всего, факт подхода Ряженого к жертве непосредственно перед выстрелом не подтвержден ни одним объективным доказательством. Ни одна видеозапись с камер наблюдения, ни одна экспертиза, ни одно показание не фиксирует, что лицо в маскировке приближалось к Фарион на дистанцию, позволяющую произвести прицельный выстрел в голову, как об этом утверждает сторона обвинения, то есть на дистанцию 1,5–2 метра. Сторона обвинения строит свою позицию исключительно на косвенных предположениях, которые не выдерживают проверки материалами дела. Единственные свидетели, на которых ссылается обвинение, Дума и Бабюк, утверждают, что видели Ряженого уже после выстрела, когда он убегал с места происшествия. Ни Дума, ни Бабюк не видели, чтобы это лицо подходило к потерпевшей, останавливалось рядом с ней или производило какие-либо действия, предшествующие выстрелу. Их показания касаются исключительно фазы убегания после события, что полностью согласуется с альтернативной
версией событий и никак не доказывает причастность Ряженого к самому выстрелу. Более того, на видеозаписи момента выстрела, которая исследовалась в судебном заседании, на дальнем плане отчетливо виден отъезжающий автомобиль красного цвета, находившийся на расстоянии приблизительно 25 метров от тела потерпевшей. Данная дистанция полностью соответствует судебно-медицинской картине ранения, а именно наличию лишь одной мелкой частицы свинца 3 на 4 мм в ткани мозга, сквозной характер ранения, полное отсутствие следов порохового загрязнения, копоти и дополнительных факторов выстрела как на теле, так и на одежде Фарион. При выстреле с дистанции около 25 метров или даже больше такие следы объективно не образуются. Это классическая дальняя дистанция, при которой пуля долетает, а продукты сгорания пороха и копоть рассеиваются в воздухе. Версия обвинения о дистанции 1,5–2 метра в этих условиях выглядит искусственной и противоречит экспертным данным. Гильза от патрона 9 на 18 мм ПМ, найденная на месте, не имеет установленной связи с металлическим фрагментом в ране. Сам пистолет не обнаружен. На руках и одежде подсудимого отсутствуют следы пороха, копоти и характерных частиц GSR, что объясняется в том числе возможным использованием перчаток, но никак не опровергает версию о выстреле из автомобиля. Таким образом, альтернативная версия полностью укладывается в материалы дела. Выстрел мог быть произведен из отъезжающего красного автомобиля, находившегося на дальнем плане. Ряженый, которого видели Дума и Бабюк уже после выстрела, мог быть случайным прохожим, свидетелем или лицом, не имеющим отношения к производству выстрела. Обвинение не представило ни одного неопровержимого доказательства, исключающего эту версию. В соответствии со статьей 17 УПК Украины и принципом презумпции невиновности, любое разумное сомнение толкуется в пользу подсудимого. В данном случае сомнение не просто разумное, оно прямо вытекает из неполноты и противоречивости доказательной базы обвинения. Прошу суд принять это во внимание при оценке доказательств и вынести оправдательный приговор в отношении Вячеслава Зинченко. Адвокат Валерий Табаков. Друзья, вот такая могла бы быть моя речь в суде. Теперь ваше слово. Будьте честными присяжными. Напишите в комментариях, если у вас разумное сомнение в версии следствия после услышанного, или вы считаете, что обвинение доказало вину Зинченко за пределами разумного сомнения. Я читаю все комментарии и готов продолжить обсуждение в следующих видео. Подписывайтесь,
ставьте лайки, если считаете важным объективный разбор резонансных дел. Донатьте на развитие канала. Реквизиты будут в первом закрепленном под видео комментарии и в описании этого видео. До новых встреч! С вами был юрист Валерий Табаков.